Друзья, вот такой вот Acer Nitro 5 на RTX 3070. Это модель 2021 года. Тотальное обновление со 144-герцовым экраном, с крутым NVMe SSD и, конечно же, вообще с новым дизайном. На канале Технозон с обзором. Поехали. Слушайте, дело в том, что мои подписчики знают, что я вообще фанат бренда Acer в плане ноутбуков. Я использую здесь вот на работе, у меня есть старенький Acer Nitro, тоже пятый, который уже там у меня проработал, наверное, сколько, 3,5 года. 3,5 года верой, правдой, и уже он настолько устарел, вот эти толстые рамки, вот это вот все, эта клавиатура с подсветкой, с однотонной, понимаете, 1050 GeForce TI, даже нет, здесь даже простой 1050, это даже не с TI, здесь Core i5 старенький, очень старенький, еще там, по-моему, 7-го поколения, и, конечно, я сюда напихал M2 NVMe SSD, такой достаточно быстрый, увеличил количество простого SSD, плюс памяти сюда 32 впихнул, и все вроде бы ничего. Но время берет свое. Я вам скажу так, его один мой нерадивый сотрудник и заливал мохито. В конечном итоге у него липнут некоторые кнопки, мы так их вычистить не могу, надо клавиатуру поменять. Плюс там уже этот же мохито повредил аккумулятор, не аккумулятор, а повредил систему охлаждения, немножко потрескивает, но это все мелочи жизни, он работает. Он отработал 3,5 года, вообще в него не лазили. То есть в него вообще не лазили, поэтому я фанат бренда Acer. И не только поэтому, потому что я использую еще и Acer Predator Helios 300. И многие это тоже знают. Там, правда, стоит у меня RTX 2070 Max-Q дизайн. И там уже совсем все по-другому. Там у меня 2 NVMe SSD стоит, немножко другое охлаждение. Ну да ладно. Тут к нам на смену пришел вот такой вот Acer Nitro 5. Совершенно крутой новый дизайн. Я вам скажу, в отличие от моего старого Acer Nitro, это вот по-настоящему игровой ноутбук. А знаете почему? Потому что здесь Intel Core i7-11800H. Вдумайтесь. На данный момент стоит 16 гигов DDR4 памяти 3200, но можно расширить. Стоит NVMe SSD на 1 терабайт. Стоит GeForce RTX 3070, лэптоп-версия, но при этом которая позволяет нам играть в очень крутые игры на очень классных настройках. Да, здесь Full HD матрица, это IPS матрица, заявлена яркостью в 250 кандел. Вы сейчас видите замер этой яркости. Мы подтверждаем 250 кандел, это честные 250. Некоторые, кстати, знаете, люди, которые играют на телеках или что-то там используют телеки, они удивляются, почему на мониторах и на ноутбуках 250 кандел, потому что мониторы и ноутбуки стоят обычно ближе к глазам, чем телевизор, поэтому яркость здесь необходимо меньше. Если вы будете вблизи смотреть с такой же яркостью, как на телеке, то получите, честно вам скажу, очень неприятный эффект на вашей сетчатке. Что здесь еще интересно? Во-первых, изменились рамки. Смотрите, какие тоненькие рамочки. Изменились рамки. Про 144 Гц я уже говорил. Изменилась клавиатура. Сама по себе клавиатура изменилась. Она теперь имеет подсветку. Вообще, я вам честно скажу, что вот этом вот 15,6 дюймов ноутбуке я увидел свой Predator Helios 300 прошлого поколения. Серьезно вам говорю. То есть есть Nitro Sense, такой же, как в Predator Sense, да, то есть вы можете включить и регулировать какие-то моменты, там, разгон системы охлаждения, вы можете регулировать там HyperX, Fury Control, это звук. Вы можете менять подсветку клавиатуры, при этом подсветка клавиатуры здесь точно такая же, как в Predator, с различным дыханием, с различными спецэффектами для игровых каких-то плюшек и всего остального. Но это настолько прикольная штука, что я вот действительно этим заинтересовался. Но давайте посмотрим, что же нам говорит об этом ноутбуке компания Acer, как она вообще сама позиционирует его. Итак, сама по себе компания Acer на своем сайте пишет, что это модель Nitro 5 AN515-57. Так, используется процессор Core i7 11800, частота процессора базовая 2,4 ГГц, 8-ядерный, NVIDIA GeForce RTX 3070, объем видеопамяти до 8 ГБ GDDR6, они выделены. GPU Boost Clock до 1,2, вернее 1290 МГц, максимальная мощность графики до 100 Вт.
Теперь тип экрана. Ну, LCD, Full HD, LED, это все понятно. Яркость мы с вами обсудили. 16 гигабайт в базе стоит DDR4, PCI Express 1 терабайт жесткий диск. И здесь вот смотрите насчет еще сети и связи. 802.11ax модуль, это киллеры, 1650, по-моему, не помню, для сети LAN. И киллер тоже стоит у нас на Wi-Fi. Bluetooth 5.1, при этом, слушайте, Wi-Fi здесь дубит до 1,6 гигабит. То есть мы будем тестировать это на наших роутерах. У нас на ноутбуке идет 2,5 гигабит по Wi-Fi, он до 1,6 гигабит спокойно съедает. Здесь знаете, что у нас прикольно? В отличие от моего старого Acer, смотрите, у меня было там пару портов 2.0 USB, пару портов, вернее один порт был вот такой вот 3.0, был HDMI, был Type-C порт, какой-то мега старый. Что у нас есть в данном варианте? У нас есть с одной стороны LAN на 1000, замок Kensington. У нас есть два порта 3.2, есть у нас здесь же 3.5 наушники. Смотрите, что у нас еще есть с этой стороны. У нас здесь есть еще один 3.2, есть Type-C, тоже 3.2, у нас все по сути 3.2. И, конечно же, HDMI. Сзади мы видим с вами диффузоры охлаждения. Вот они, видите, такие вот очень крутые такие. Это тоже, кстати, вот дизайн предатора Helios прошлого поколения. И сзади у нас несъемная крышечка. Видим наклейку предустановленного ПО от Windows, вернее от Microsoft. И вот они тоже, здесь видна система охлаждения внутри. Вот здесь два кулера захвата стоит, вот таких вот разнесенных. Также сзади вот это вот спорное решение, как по мне, это разъем питания. Первый раз вижу в ноутбуке разъем питания сзади, потому что в моих Acer'ах было по бокам и здесь. С одной стороны удобно, если он стоит на столе, он не цепляет вам сбоку и не мешает, а с другой стороны, если вы часто его, допустим, переносите, то доставать сзади не очень удобно, приходится складывать. Насчет батареи, ребят, 58 ватт-час, и честно вам скажу, это, наверное, его самое слабое место, потому что батареи мне хватает от 1,5 до 2 часов при таком смешанном режиме использования. Это значит игры, какой-то офис, какой-то просмотр контента не напряжного, но не более. И я действительно считаю, что это его слабое звено, но давайте учитывать его начинку, конечно же, потому что начинка нереально мощная. Слушайте, ну да ладно мы рассматривать то, что пишет нам Acer. Вообще ноутбук получился очень сбалансированным. И я вам скажу, что существует целая серия вот этих вот обновленных Nitro 5 на RTX 30X серии. Да, то есть я не говорю, что сейчас прям вы найдете его в продаже, потому что это новинка. Хотя, возможно, когда вы смотрите этот обзор, уже он не является новинкой. Ссылки в описании под видео. Мы там, наверное, в описании под видео разместим ссылочки на все Nitro 5 вот на серии 30X. Знаете почему? Потому что действительно круто. Мы сейчас в обзоре мы не будем показывать никакие офисные моменты. Мы не будем показывать какой-то веб-браузинг никому не нужный. Потому что, поверьте, с вот этим вот всем он справляется абсолютно отлично. Представляете себе, Intel Core i7 11800H с турбобустом до 4,6 ГГц. Да елки-палки, с чем он не справится, а? Ладно, что мы сейчас сделаем? Мы с вами сейчас перейдем, подключим тупо пару тестиков каких-то и влупим туда и Apex или Apex, и PUBG, и Cyberpunk. При этом все это будем пробовать на ультрах. На ультрах, на ультрах и на ультрах. Вы посмотрите, насколько вообще круто работает этот Acer Nitro 5. Короче, что еще мне не хватило? Вот знаете, чего я хотел вам сказать? Мне не хватило металлического корпуса, хороших материалов и металлического корпуса, потому что вот эти все там фичены его в плюшки там типа DTS, типа там каких-то игровых возможностей, это классно, но материалы корпуса, конечно же, играют тоже роль. И для меня это вот все-таки останется бюджетной веткой, такой средней бюджетной веткой, а мой Predator все-таки останется моим Predator'ом любимым в металле и в максимале. Поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, а мы уже переходим на тесты. Ну и, конечно же, если вам не хватило каких-то характеристик, то ссылочки на характеристики, на ссылочки на проверенных продавцов, все лежат там вот внизу в описании под видео. Ну что ж, ребят, а теперь, я говорю вам, хавабанга, ребята, это же бубльгум, поехали.
Друзья, мы уже загрузили наш Nitro 5. Давайте мы для начала пройдемся по AIDA 64 и посмотрим по суммарной информации, что же у нас здесь есть. Мы видим, что у нас DDR4 16 гигов. Ну, само собой, мы это уже обсуждали. Здесь две плашки по 8. Это у нас две плашки DDR4 3200. Центральный процессор Target Lake H-S, Intel Core i7 11800 с исходной частотой 2300. Ну и про Turbo Boost мы уже с вами говорили, да, то есть у нас здесь есть, вы видели сколько ядер с потоками, все с этим отлично. Что меня заинтересовало по сети, то здесь стоит киллер гигабитный Ethernet контроллер и киллер Wi-Fi 6. Очень интересно, это 1650i, очень должен давать классную скорость в тестах, и в принципе с тестов сети я мог бы и начать. Давайте это выясним сразу, чтобы мы с вами понимали. Мне для того, чтобы протестировать, достаточно будет даже элементарного спид-теста через своего провайдера. Давайте куда-нибудь подальше, чтобы не говорили, что мы тут внутри чего-то мутим. Кстати, мы обеспечиваем такой себе интернет 10-гигабитный в студии благодаря местному провайдеру Гигабит, и очень крутой провайдер. Ссылочка, я уже разговариваю с этим ноутбуком, ссылка в описании под видео. Смотрим, это Wi-Fi. Чтобы вы понимали, сейчас у нас по Wi-Fi дает через спид-тест 1.5, 1.6 будет, 1.5 гигабит и подбирается к 1.6. Это вообще нереальные цифры. Мы сейчас даже через Magic iPerf, наверное, пульнем, посмотрим максималочку, сколько он сможет. 1,5 гигабит. Это нереальные цифры. Серьезно вам говорю. То есть здесь обалденный, классный Wi-Fi модуль и 1000 мегабитный LAN. Ну и пробуем, конечно же, через Magic iPerf, для того, чтобы мы понимали максимальную производительность Wi-Fi данного компьютера. Все остальное отстреляем на спид-тесте. 2.44, 2.01, нифига себе, вы видели в пике и провалили вообще, там сервак, наверное, опустили. 1.92, все равно 1.21 по среднему. Но в пике мы 2 гига видели, то есть он спокойненько вытягивает какие-то сумасшедшие штуки. Здесь вы сразу видите NitroSense, который я свернул пока, да, и видим NitroSense, который вызывается фирменной кнопкой Nitro. Ну, Nitro, как вот в Predator, да, у меня в Predator есть Predator Sense, а здесь NitroSense. О нем сейчас немножечко попозже. Давайте закончим наш спид-тест. Меня интересует еще 2,4 ГГц. Хотя я бы к такому ноутбуку 2,4 вообще бы не рассматривал как класс. То есть здесь должен быть хороший Wi-Fi 6 роутер, потому что ноутбук-то действительно классный. Давайте поехали. Смотрим. По 2,4 ГГц он выдает на загрузочку 60 мегабит. В пике было, ну, порядка, да, 60 мегабит, 65, ну, давай 70, да, уже. 70, 80, да ладно, нормальный результат-то. Слушайте, это хороший вариант. 80 на 70, скорее всего. Или на 65. На 65. И плюс мы должны протестировать сеть в 1000 мегабит. Давайте стартуем. LAN-порт. И здесь у нас 800, 900, 930, 940. Это чистый гигабитный порт. У меня вообще вопросов нет и претензий в том числе. Сейчас NitroSense будем рассматривать. Огонечек 947 на 409. NitroSense. Что у нас можно в NitroSense? По поводу охлаждения. Мы здесь видим с вами температуру максимальную, которую здесь набирал 77. Правда, это в простом использовании. В играх, поверьте, греется до 90-92 запросто. Но для этого у нас есть специальная технология Cool Boost. Плюс у нас есть вариант включить максимально вентиляторы, это разгоняется до 5800 на GPU и 5172 на центральном процессоре. И пользовательский вы можете задать, допустим, для CPU, для центрального процессора меньше, либо для графического процессора меньше, для процессора простого больше. Это в случае, если вы, допустим, не пользуетесь графикой, но обрабатываете какие-то данные там в облаке или обрабатываете какую-то базу данных, то там графический процессор не нужен, но обычно вот ставим авто. У нас есть схемы питания, которые меняются здесь, допустим, батарея, либо от сети. То есть у нас есть вариант включить экономию энергии, баланс, либо поставить высокое быстродействие. Это тоже нам очень важно. Это не та, конечно, фишка, как, допустим, в том же Predator.
Но отсюда вы можете вызвать GeForce Experience, вы можете задать подсветку клавиатуры, но здесь, видите, опять же, давайте включим тут желтенький, включим здесь вот синенький. Это, давайте я вам, наверное, покажу. Специально включил свою GoPro-шечку, и вы сейчас увидите, мы можем менять цвета клавиатуры. Давайте здесь оранжевый сделаем. А пригасите мне свет, пожалуйста, ребят, чтобы я показал своим любимым подписчикам, как это вообще выглядит. Вот большой, мне достаточно большого света. Не нужно. Да нет, большие осветители. Вот, как это выглядит. То есть здесь мы можем задать, допустим, красный, видите? То есть и при этом еще можно динамику задать, там, допустим, неон, сдвиг, видите, как оно моргает, волна, масштаб. Это тот случай, когда Nitro, мой любимый среднебюджетный Nitro, превратили в какой-то, невероятный топ. При этом еще можно скорость регулировать, задавать базовый цвет. Короче, очень круто, очень. Включайте свет. Также здесь можно управлять Acer True Harmony. Это управление голосом. Можете пользовательские настройки нажать. И это выводится только на внутренний динамик. Вернее, это настройка для внутреннего динамика, либо для наушников 3.5. Если вы через HDMI получаете звук, то это на него не влияет. И в самих настройках здесь есть залипание клавиш, единицы измерения температуры и включить или подсветку через 30 секунд, вернее, выключить. Это в случае, если вы не пользуетесь. Ой, зачем я такое вот это вот моргающее себе выбрал? Клавиатура, она мне глаза будет сейчас мозолить. Поэтому мы клавиатуру сделаем статическую. Пускай будет цветная клавиатурка, ничего такое, симпатичненько. Конечно, очень интересует скорость внутреннего накопителя, потому что если здесь играть в тяжелые игры, то мы должны понимать, что же у нас здесь такое стоит на гиг. А здесь стоит PCI, NVMe, диск, и мы сейчас увидим результаты этого теста. Так, результаты тестов. Ну, скажу, если на запись такой себе, знаете, низший сегмент, то на чтение это уверенный середнячок. И я скрывать этого не буду. То, что есть, то есть. Тут мы скрывать не можем ничего. Но чтение в 2,5 гигабайт в секунду, то есть это, видите, у нас здесь мегабайт в секунду, это неплохо. Это неплохо, но могло бы быть лучше. Вот все-таки здесь вот эта вот непремиальность этого гаджета сказывается. То есть если брать предаторы, то там все намного интереснее. По результатам тестирования в 3D Mark это 8967 баллов. И я вам скажу, это далеко неплохо, учитывая, ну давайте посмотрим по игре, по какой. По Apex Legends это должно выдавать 105 плюс кадров в разрешении 1440p Ultra. Но дело в том, что здесь 1080p Ultra, ну сам по себе у нас экран, да, 144 Гц и 1080p разрешение. Это 140 плюс кадров в секунду. Мы это обязательно проверим. Результатик вы видели. Если, в принципе, посмотреть на сайте, то мы увидим, смотрите, в чем фишка, то мы увидим по рейтингу, что это намного больше, чем игровые лэптопы, которые строил для себя в рейтинге 3D Mark в 2020 году. И приближается по производительности к игровым персональным компьютерам стационарным 2020 года. В принципе, то, что и требовалось доказать. Из коробочки здесь была винда 10, на этом мы не будем останавливаться. И я думаю, что нам нужно уже переходить к игровым возможностям, потом мультимедиечку, а потом уже все то, что нам остается за кадром. Во что мы будем сегодня играть? Так, мы сейчас в лобби. Идем с вами в настроечки, это PUBG или правильнее будет PUBG, и показываю вам то, что у нас здесь будет полностью ультра на DirectX 11. Выберу соло для того, чтобы не подставлять игроков на тестах. Все-таки команда, может, на меня рассчитывает, а я тут такой раз и сольюсь быстренько. На стартовой локации у нас показывает 118, 105, 109 FPS, 126, 135, 132, и это неплохо. 141 в пике было. Давайте дождемся самой игры. Оп, мы и приземлились, ребят. Давайте быстренько набираем какого-то оружия, смотрим на FPS. Давайте, температурку мы сейчас с вами тоже законтролим, потому что температуру надо контролировать. Давайте жилетик берем, касочку, уже что-то, уже не пустые. Уже не пустые. Ой, ружье, блин, дробовик, зачем он мне? Да ладно, арбалет. Арбалет прикольная тема. Все, с арбалетом уже что-то можно как-то пострелять.
Сейчас могу вам сказать, что у нас не меньше 100 FPS, 96 просадка в траве, 104, 107, 105, это отлично. Давайте посмотрим, где у нас там NitroSense. NitroSense у нас показывает 92 на 80 температуру, это значит, что 92 температура графики и 80 проца, в принципе и по загрузке даже видно. Процессор вообще не нагружен, GPU на максимум дубасит, то есть проц отдает ему все данные, 136, 151 в пике FPS. Минимальный, который я видел, 94, от 94 до 151. Это очень хороший показатель, ну прям вообще отлично. При том, что мы играем на ультрах, реально на ультрах. Давайте мы кого-то найдем, не найдем. Думаю, что нам, в принципе-то, тут и искать некого. PUBG я доволен. Можно спокойненько выходить и попробовать Apex или Apex Легенды. В Apex идем сразу же в настроечки, в видеонастройки и ставим, что мы тут поставим. У нас тут стоит тоже все абсолютно высоко. Детализацию теней давайте очень высоко поставим. Вот что-то мне хочется. Если что, всегда успеем понизить. Давайте применим и стартанем игру. Так, а вот в Apex так вообще круто. 120 FPS, 123. Вау. Ой-ой-ой, куда ж ты стреляешь? Не-не-не, уходим, мне надо оружие. Убегаем. Что мы тут извлекли? Не то мы извлекли. Давайте аптечку. Пистолетик пойдет. Баночку. Постреляем немножко. 112, 98 в минимуме было. Раунд первый. Где у нас там кто? Куда тебя несет? Давайте возьмем такую штучку. Пойдет. Воу. Есть, меня сняли. Заразы, нокаут-щит активирован. Я истекаю кровью, друзья, я истекаю кровью. И никто же, зараза, не спасет. О, ес! И меня все равно убили. Ладно. Дело такое, но 140 FPS тут даже больше было. 144, то есть у нас получается частота экрана 144 Гц. Это же круто на самом-то деле. Поэтому скажу вам так, 144 максимум в Apex мы видели, минимально 98. В CSGO или в CSGO, если быть правильнее, мы, конечно же, с вами должны посмотреть. В разделе изображения у нас будет все тоже на максималке. Давайте, да, здесь все максимальное, высокое. Ну что ж, давайте начнем. А здесь у нас FPS, конечно, просто заваливает за какие-то сумасшедшие цифры. 261, 241, 365, 398 FPS отображается слева снизу. Сейчас увидим вообще сумасшедшие какие-то показатели. Но играть будет на этом очень-очень круто. 382 FPS. Давайте я сейчас его перенесу, наверное, потому что будет не совсем комфортно смотреть. И еще лучше, нормально. Ну давайте посмотрим, что у нас из этого получится. 393, 376 FPS. Это, слушайте, ну какие-то сумасшедшие цифры. Вот если честно, то для меня это... Да что ты будешь делать? Мне надо пострелять. Давай, побежали. 351, 282, 319. Куда? Я, конечно, игрок в CSGO еще тот. Но сам факт того, что здесь с FPS все в порядке. Давайте мы на Predator Sense посмотрим. Температура все так же держится. Центральный процессор 91, карта 75. Упала до 88%. Для 11 поколения i7 это, в принципе, нормальная тема. Так, поехали, постреляем. Ну и в данном моменте мы, конечно же, видим опять такие же показатели. 244 FPS. Блин, куда бы я его не передвинул, это окошко. Оно постоянно где-то у нас висит неудобно. И мы продолжим наши вот сейчас состязания по стрелушке. Ой-ой-ой-ой, куда тебя? 389 FPS. Ну ладно, я сейчас немножечко отомщу. Играть вообще одно сплошное удовольствие, я вам серьезно говорю. Вот в этом плане ноутбук мега мощный. Его по-настоящему можно назвать, вернее, знаете, как его можно назвать по-настоящему игровым. Есть один. Так вот стрельнули. Так, очередной тут попался. Куда тебя? Я с мышкой снова и вообще неудобно. Давайте.
Есть. Ох. Есть. А что они все стоят? Я что, хожу, просто расстреливаю? Есть. Ну, удобно, что мне нравится такая игра. Ребята, стойте побольше. Я люблю так стрелять, вот если честно. Сейчас меня быстро сольют еще. Что они все стоят? Есть. Тихо, стоять. Ну, этого хоть мы пристрелили. Ладно, в CSGO понятно, все предельно понятно, поэтому можем спокойно отсюда выходить. Конечно, не мог обойти Киберпанк. Уж очень требовательная игра. Давайте мы сейчас с вами зайдем в видео. И здесь у нас включен так полный экран, дополнительный. Да, вот в графике. В графике у нас стоит качество текстур. Слушайте, давайте поставим трассировка лучей ультра, посмотрим, насколько он сольет в этом деле, а потом поставим что-то вменяемое и проверим, насколько это будет работать. Так, продолжить. Слушайте, на ультрах вот совсем-совсем с максимальной трассировкой это 56-57. Я как бы не ожидал от мобильного GPU таких показателей. То есть то, что здесь 3070, мы же понимаем, что здесь мобильный GPU 3070, но не должен был он дать такие показатели для мобильного GPU 55-56. Давайте теперь поставим реальность какую-то более-менее нормальную и поставим, ну, трассировка лучей средняя, это все-таки RTX, посмотрим, как оно будет работать. Так, а на средней это уже 60 FPS, стабильно, а без трассировки лучей, скорее всего, еще больше будет. Ну, поиграем немножко. Слушайте, для Киберпанка вообще не ожидал. Попробуем угнать машинку. Иди отсюда, давай, вали. Вот тачандра какая, а? 58, 60, 57. А кто там на меня возбухает вообще? Вы что? Нюх потеряли? А ну идите сюда. Кто там стреляет? Иди сюда. И ты иди сюда. И ты иди сюда еще раз. Не боитесь, что ли, или что? Страх потеряли вообще? Ты тут кто такой? Так, ну в режиме боя мы видели. Давайте чуть-чуть мы с вами в графику понизим без трассировки. Оставим впечатляющее. Теперь приведем его в более-менее какой-то нормальный вид. И получим, сейчас посмотрим, что мы получим, 67, 65. Вот видите, каждое отключение у нас каких-то добавляет 5-7 FPS, не более. Сейчас на средние переведем. Да идите вы, сколько вас, иди сюда. Где-то летающая фигня, она меня достала. Копы уже обозлились на меня. Давайте поставим просто-напросто высокую. О, вот это будет, наверное, поинтереснее. Удираем. Пришло время удрать. И здесь уже 74-75 FPS. То есть мы специально по Киберпанку показываем на всех настройках, сколько FPS он набирает. 82 мы видим. 80. Где там кто стреляет? Кто стреляет? Ой-ой-ой, сейчас меня, короче, просто-напросто здесь уложат и расскажут, что я не прав. Угу, понятно. Есть еще одна. И ты иди сюда. Еще один. Да сколько вас? Я понимаю, что нарушать закон некрасиво. Ставим средние настройки. На средних настройках у нас 188-91 FPS. Вот это уже похоже на правду. То есть на средних настройках вы вообще получите такое, знаете, играбельный вариант. Я не знаю, на средних можно поиграть. Хотя можно, в принципе, и с трассировкой средней играть, если вас не парит 60 FPS, а хочется что-то побольше. Но Киберпанк работает. Это факт. Это факт и работает очень неплохо. За мной больше никто не гоняется. Я всех копов перестрелял в городе или что? Опа, людишки. Давай. Тихо. Подожди, а что, я в кого-то попал и никто не отреагировал, что ли? Ну, давай другую. Кто там в меня стреляет? Сейчас, иди сюда. Бам! Блин, я промазал. Вот это я дал.
Слушайте, ну вы FPS наблюдаете, сейчас мы температурку посмотрим, потому что мы по сути выжали из нее все. Да что ты будешь делать? Тух, есть. По нагреву 88/79. Это еще и нормальная температура, слушайте. Нормальная температура для данного типа ноутбуков, это абсолютно нормальная температура. Киберпанк нафиг, все, в Киберпанк поиграли. Я думаю, что с играми уже более чем достаточно и можно попробовать мультимедиа. Мультимедиа у нас заключается в чем? В декодировании какого-то 4К контента, в проигрывании торрентов. Я не хочу показывать офис, вот крайне хочу. Хотя, если я не покажу, я знаю, что найдутся комментаторы, а будет ли он работать с офисом. Вы прикалываетесь, Core i7 11 поколения, будет ли работать с офисом? Да он, я не знаю, что надо придумать, чтобы он не работал с офисом. Насчет мультимедиа, понимаете, я чего еще хочу посмотреть? Я хочу посмотреть, как он тягает раздачи через TorServe W. И, в принципе, если вы не знаете, что такое TorServe W, то он позволяет смотреть раздачи с трекеров без закачки. Мы сейчас с вами попробуем какой-нибудь побольше фильм посмотреть. Используем TorServe. Давайте найдем какой-нибудь фильм потяжелее. Вот я вижу, кстати, 77 гигов. Да, хочу попробовать его воспроизвести. Посмотрим, сможет ли он онлайн переживать через TorServe с раздач. Вот видите, пошла предзагрузка. С его сетевыми модулями, я думаю, у него таких проблем не будет. Будем использовать, конечно же, Media Player Classic. Я, вот, честно говоря, люблю его на плеерах. Хотя мой совет использовать, допустим, тот же самый PodPlayer с SVP для уплавнения. Вот, пожалуйста, 77 гигабайт у нас проигрывается онлайн. Это нереально. Но вы должны понимать, что у вас должен быть такой интернет, чтобы это переживать. Но вот мощности данного ноутбука хватает просто-напросто за глаза. За глаза. Я же говорю, офис показывать не буду, браузинг показывать не буду, 4К YouTube показать. Какой смысл? Он это все пережует. Ну, не верите? Могу, конечно, включить. Запущу один из моих роликов, который я снимал, тестовые ролики. Обычно мы ими тестим какие-то тяжелые моменты. Давайте статистика для сисадминов и развернем на полный экран. В полноэкранном режиме он VP9 спокойненько перемалывает, как мы видим, с коннектом 245. Было 9 стартовых дропов, это разворачивание экрана. И выберем сейчас с вами 4К. Давайте развернем, выберем 4К 60 FPS. И понаблюдаем, что же у нас с этим получится. Спокойно перематывает 4К. Поэтому мультимедиа, ну, на достаточном уровне, чтобы я к этому даже не возвращался. Мне главное были игровые возможности, потому что, ну, мой старичок уже Nitro просто-напросто не справляется в 2021 году ни с чем практически. А самое интересное, что он еще перемалывает и AV1 кодек на аппаратном уровне. Вот, пожалуйста, AV1 есть, он его проигрывает, хотя я не уверен, на аппаратном или на программном, потому что мощи тоже хватит для того, чтобы это перемолоть. Но, по крайней мере, я знаю, что NVIDIA GeForce RTX 30X серия должна AV1 перемалывать. Это мы с вами видим здесь сейчас в кодеках. Все, можем закрывать, и я думаю, что самое время переходить и резюмировать данный интересный ноутбук. А выводы таковы, что я, наверное, поменяю свой Acer Nitro 5. Пришло, наверное, время, хотя он еще послужит долго, он прослужил 3,5 года, ребят, 3,5 года. И я просто уверен, что он прослужит еще столько же минимум. Минимум. Батарея у него живая, весь он живенький, пускай трудится. А этот я возьму себе вот для каких-то целей, будет очень даже ничего такая себе. Такой апгрейдик, я бы сказал. Ребят, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, конечно же, и подписываемся на наш канал. С вами был Бабл. На канале Технозон. Пока.